Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Тей. Я приветствую вас на канале Душевных Игр, и мы продолжаем играть в Mass Effect. Итак, во-первых, я улучшил графику очень сильно Mass Effect. Так как у меня случилось падение системы, у меня хранилось на флешке бэкапы многих игр и их сохранение. Но так получилось, что у меня часть этих сохранений, но они были не для всех игр, только для некоторых, там для Скайрима, для Ведьмака, вот такие вещи. Поэтому, к сожалению, Mass Effect-овское сохранение у меня рухнуло. Ну и раз мне пришлось все равно переустанавливать игру, то я решил установить ее с модификацией, которая улучшает графику достаточно в ней, делает ее неплохой. И если вы видели предыдущие серии, смотрели, то вы можете увидеть, что действительно текстурки подтянули и сделали это дело немножко покрасочнее. Вот, так что посмотрим, как оно будет у нас идти, к чему оно придет. Из-за того, что мне пришлось начинать игру сначала, я специально дословно практически воспроизвел все то, что я делал в прошлых сериях, но в несколько более ускоренном варианте. Некоторые побочки я не делал, то кроме последней, где мы летали разбираться с корпорацией Дженни и напоролись на Цербер, вообще как на организацию, и поняли, что они тут какие-то свои махинации крутят. Вот, таким образом у меня сейчас, поэтому уровень чуть-чуть пониже, он у меня 19-й, вот, я точно так же набрал устрашение и обаяние, чуть больше обаяния, потому что мы спасли всех от тарианин в колонии нашей последней, и у нас был вариант, куда лететь, собственно, дальше. Была мысль вернуться на цитадель, посмотреть, как там дела, тем более, что нас сюда звали с неким загадочным заказом, одна особа. Вот, но я думаю, прежде чем это сделать, все-таки, наверное, стоит слетать в еще одно место, поискать. Я все искал вот эту дочь матриарха Бенезию, ту дамочку, которая занимается археологическими раскопками. Если она дочь нашего фактически одного из двух заклятых врагов, то тогда, я думаю, нам было бы неплохо вообще посмотреть, где она. Я помню, что она занималась протеанами, поэтому, обшаривая 4 системы, я нашел систему Кнос, внутри которой оказался вот эта вот планетка Терум, на которой пишут, что на ней было большое количество протанских руин. Вот, поэтому я так подозреваю, что искать ее, скорее всего, придется именно там. Так что, друзья, давайте потихонечку будем сюда приземляться, посмотрим, как будет у нас вообще. Кстати, столица Новый Екатеринбург, что интересно у нее. Вот. Температура там, правда, высокая, почти 60 градусов, так что и гравитация даже чуть потяжелее, чем на Земле. Так что надо быть аккуратнее. Ну что ж, друзья, давайте приземляемся. Так, кого же нам взять с собой? Давайте возьмем Крогана, в этот раз мне будет так поспокойнее. И дополнительный биотик одного. Да, вот в таком составе мне будет как-то поспокойнее. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Интересно. Возможно, все-таки какие-то из протанских артефактов здесь тоже были найдены. Посмотрим, жива ли она еще. Учитывая, что геты, они все время летают во все системы, которые у нас отмечены, мы постоянно на них напарываемся. Я не удивлен, если Сарен подчищает хвосты и где-то прилетели сюда. Кто и какой здесь ультрафиолетовое солнце играет. Так что фактически нам сейчас надо быть готовым ко всему, друзья. 1000 лет не играл вообще в эту игру никак, поэтому могут быть баги с управлением, выживанием и многими другими вещами. Заранее предупреждаю. Но мне очень хочется пройти и вспомнить вообще весь этот сюжет, потому что я его не помню от слова совсем уже.
с палками. Про гетов я, по-моему, накаркал. Два танка. С них там что-то еще в инвентарь упало. Криопатроны, модулятор щита, кстати. Это хорошо. Модулятор щита меня порадует. Стоп, это какой? 4-й, да? Нет, 5-й. Ух ты, 5-й, это хорошо. А криопатроны меня порадуют еще больше. Они сквозь щиты бьют только так. Быть аккуратнее. Что подсказывает, что эта лава расплавит наш мапу вместе со всеми его щитами, ядром нулевого элемента, всеми световой. Only a fool punches a knapsack in the mouth. You should sneak around and pull its tail. Так, я с тобой согласен, друг, но как мне... Ага, я вижу, если есть, что ли? Кому сюда лучше. Здесь безопаснее, надо попробовать в объезд пройти. Ну, отлично, здесь. Да не успели наставить. Гуляли здесь. Кто-то еще тут и есть из желающих. Так, разрушитель вижу. Так. Пока никого. Готов. Подчистую. Понимаю, нам надо сюда, чтобы сюда пройти, надо открыть ворота. Дай угадаю. Открываются они там, где враг. Ну ладно, он там один, с одним-то мы справимся. О, привет. Ой. Я убил, что ли? Красиво. Слушайте, а щиты-то хорошо у меня пошли, вот этот, который я поставил. Это все снайперки. У нас никто ими не пользуется пока, кроме Гаруса, а он сидит вроде на корабле. Так что... Успокоил. Давай ты у меня... Тоже возьмешь туда криопатроны, Кайди. Так, разрывные криопатроны тоже возьми. И давай надень шлем. Вот здесь вроде чисто визуальную, по-моему, функцию выполняет, но... Черт, самое важное-то я не сделал. Ворота-то я не открыл. Они там открывались вообще, или я что-то все-таки перепутал? Сейчас посмотрим. О! Супер. Да, с обновленной графикой все выглядит гораздо приятнее, честно скажу. Ого, красота. Лавовые озера. И танки гетов вдали. Это бесполезно. Кто он успел выстрелить, конечно. Он, по-моему, там не один был. Или один.
сохранить. Ага, нельзя сохраниться почему-то. В мапе нельзя сохраняться. Ну ладно. Так, вот почему еще нужно нельзя сохраниться. Мне не нравится совершенно. Мощно, у них пушки такого расстояния пробивают, но, к счастью, заряд у них импульсный и достаточно медленно летящий. По мере с такого расстояния на дальней дистанции эти танки хороши как бомбардировщики, но явно не как бойцы ближнего боя. Зачики пошли подниматься. Я греб по полной сейчас. Что ж такое? Пробить не могу его. Что ты сделал, товарищ? Колос. Да, название явно идет. Нет! Так, справились. О, вот сохранение сработало. Да. Ну что, щиты он мне, конечно, потрепал немножко. Наверное, буду сильно восстанавливаться сейчас как-то. Вообще потрясающе. Мне нравится вот этот эффект, знаете, нахождение на другой планете. То есть, я не знаю почему, но хотя игра вот вроде такая старая уже, забытая всеми, опа! У меня остается от нее вот это ощущение такой романтики планетной. И это дело даже, знаете, по-моему, не в графике, дело даже вот именно в самой атмосфере. Она все-таки сделана под дух вот этих старых игр, вроде Neverwinter Nights, погружением и других. И в итоге ты прямо вот я прям физически себя чувствую, честно говоря, сейчас за рулем этого видного вездехода, который колбасит по-детски вообще, и это стало просто притчей в языке всех геймеров. Мака, это просто уже такая шутка. Что мы приближаемся к месту действия. Понятно, там мы уже не выйдем, не проедем. Ну что ж, вооружаемся, друзья, и вперед. Вижу 2 ракетчика. 1 солдат. Так, солдат. Что над солдатом? Не видишь, да, его? Атакуй их и займусь ракетчиком. Опасно. Укрытие. Оу, красиво, слушайте. Так, там еще один кто-то есть, я вижу. Солдат. Да, под щитами как-то значительно удобнее жить. Так, нет, ключ или там... О, там все серьезно. Рекс, да, ты у нас самый крепкий. Да, Кайден, аккуратно. Штурмовик. Убрать это. Ух ты ж.
блин, так, какая юг. Ладно, будем по порядку делать. Лови. Так, Рекс, вот ты держись, пожалуйста. Да, не буду держаться. Ракетчик. А, вот он, гаденыш. Давай. Сейчас не убили тут. Снайпер. Ракетчик. Так, надо как-то убрать этого долбаного ракетчика. Так, подняли. Куда угодно, только не в цель, да? Попал? Да, попал. Сейчас сбил вообще слепую. Так, а вот нам откуда-то сверху летят. Ракеты. У меня есть даже подозрение откуда. Так, солдат. Лови. А ракетчик? Вот ты где готовишь. Вот и попался. Попался. Давай, Кайден, добей его. Ух. И у нас уровень. Так. Я буду тебя вкачивать барьер потихонечку. Тебе тоже Кайди советую. Вместе с подъемом первой помощи. С подъемом лучше. Крекс. И здесь качал все, что мог. Я еще сейчас подготовку, конечно, совсем тебя сделал непрошибаемым. Ты будешь нашим главным танком. Ну, что логично, если это Кроган с их бешеной регенерацией и всеми остальными штуками, это, конечно, просто подарок судьбы. Так, вот это место мне уже не нравится. Привет. Да вы шутите сейчас. Колосса в рукопашку? Вы что, с ума сошли? Это танк. Так, надо что-то делать. 2 снайпера, штурмовик. Так. Кайли. Иди сюда, Рекс, сюда куда-нибудь. Я попробую этого колосса поднимать немножко. Так. Идти. Черт, какая-то нас сразу слили. Гениально. Блин, какой дырень. Аккуратно. Рекс, как у тебя дела вообще? Пока держишься, да? Только то, что молит меня не радует, если
поднять Кайда. Так, а это у него подействует? О, ты его уронила! Офигеть. Может, его излететь можно? Ну-ка, блокирую-ка ему выстрелы. Сможешь стрелять какое-то время. Рекс, беги сюда. Пока бежишь, пальни по нему. Есть контакт. Теперь ты его роняй. А теперь я попробую его немножечко деформировать биотикой. Так, кажется, Рексу конец. Пробую поднять. Нет, это не работает. Кайден под щит, ныряй. Так. Хорошо. Вот же дрянь. Кайден. Да. Лови. Капец. Живо, ребят. Идите сюда, будем лечиться. Спасибо, Кадя, нас вылечил. Nothing but rocks, dirt, and lava. Reminds me of home. Да уж. Дом Кроганов, могу себе представить, как он выглядит. Стоп. Все нормально вроде. Ну что ж, кажется, мы нашли тот самый подземный комплекс, который нам Джокер сказал. Посмотрим, насколько все здесь плохо. Он сказал про очень странный сигнал, интересно, что он имел в виду. Счастливого полета. Тихо, тихо, тихо. Штурмовик. Кайден, он двой. О, пожалуйста. Снайпер. Так, снайпер. Вообще разберемся по-свойски. Просто деформацию выконаем. Готов. Спасибо. Long way down. On your order. Стоп, а это что? Вот они, видимо, источник этих странных сигналов. Интересно, этикеты поставили, как на Ферросе, хотя выглядит немножко по-другому. Там поле не было таким волнообразным. А это выглядит практически красиво. Ready to move. No sense standing around. Поехали. Нифига себе, еще глубже. Так, отлично, аптечку нашли. Твою там мать. Дроны.
Это по твоей части. Не готов. На них действует это вообще не действует. Sterile white. Protheans sure build things homey. Правда, очень чисто. Waiting for orders. Отлично, ну конечно. Лифта основного нам не хватало. Фух. Я боюсь, что нас сейчас запрут тут еще. А как мы обратно будем подниматься на эту верхотуру, мне интересно. Тут вроде никого. Так, это живой. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Так, это она, интересно? Liara to Sony, I presume. Thank the goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Так, стоп. How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Может, я правда вообще не в теме, что ее мама творит? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. Интересно. Только вот как, мне интересно. There's some kind of repulsion field in the way. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. И как нам туда добраться? Any suggestions on how we can help? There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Блин, гениально. Если бы я мог туда попасть, то и они бы смогли уже давно. И наоборот. Никого нет. Так, нет, есть все-таки. Штурмовик и ракетчик. Отлично просто. Лови. Еще один. Ой, еще один, это тот же. Сейчас мы его вот так добьем. Твою-то мать! Кайди под щит. Так, там еще кто-то снайпер. Bullseye. Отлично. Меткость просто невероятная. Меткость это не моя тема. Так. Что это? Горный лазер? Нифига себе. Слушай, это мысль. Если я не могу пробить поле, почему бы не пробить стену? Так.
И как это делать? Все, я понял. Круто. Грубо, но эффективно. Давайте, друзья, будущий маяк. Надеюсь, это лифт. Я надеюсь, что это не подстава. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know. Так. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Отлично. Только We землетрясения have не to hurry. хватало. The whole place is caving in. Валим. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. А мы продержимся 8 Not минут. much margin for error. If I die in here, I'll kill him. Я уже представляю. О, ну, по крайней мере, у нас есть лифт. Пусть и древний и инопланетный. Ах ты ж, блин. А у нас тоже Кроган есть? That would be no fun. Что мы вразумим? Он вообще понимает? In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. Так, понятно. Его только, по-моему, веселит перспектива здесь с нами помереть. Кроганы. We don't have time to deal with this idiot. Charge! I like your attitude. Так. Его в стазис. Сюда. Так, ты врубай. Скорострельный, страшно стрелную винтовку вытащил. Так, ракетчик надо сразу убирать. Вот так. Это просто снайпер. Крогана провали. Так, этого товарища убери. Слетает. Блин, как же их много-то. I need a target.
Блять, а Кайден. Вот сейчас было вообще не вовремя. Блин, по-моему, сейчас ты вправду все руку. О, не-не-не-не, Кайди, подними его. Разбежался. Гравитация штука такая, знаешь. Рекс. Отдохни. Добили. Вашу мать, вам сейчас стоит сдохнуть. Вот хоть убей, не помню. Здесь кто-то помирал или нет в этой части сюжета. Твою мать. Первый вышел. Второй, третий. Фух, все вышли. И Нормандия висит уже. Фух. Да, друзья, это было впечатляюще. Ну, а теперь сопоставим данные. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Ну да. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Так, стоп. А, они уже долгоживущие, по-моему, Азари тоже. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Ну, кое-что мы уже узнали. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Так, вот уже интересно. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge. Patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. Так, это уже интересно. What cycle? What are you talking about? The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them.
And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. Это мы уже знаем, кто их вырезал благодаря гетам. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? Ну, расскажем, думаю, и все это дело. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. A beacon? Yes, that makes sense. But the beacons were not programmed to interact with human physiology. I am surprised you were able to make any sense of it at all. Ну, вообще мы не смогли, как бы. Там был такой хаос, если помним. It's just a bunch of random images, even after I got the cipher. The cipher? Some Asari mumbo-jumbo. Supposed to help the commander think like a Prothean. I don't know if it worked, though. Ну, помогло, но немного. Мы не видели, к сожалению, у нас проскочило это видение, но, как я понял, оно должно было быть чуть более подробным, чисто даже по времени, чем первое. The cipher altered my perception of the visions, but it's subtle. I still can't make sense of what I'm seeing. And this was something another Asari did to you? Commander, with your permission, I would like to try something. You were touched by the beacon. The visions are locked away inside your mind. One of my people gave you a deeper understanding of the visions, but you still cannot put all the pieces of the puzzle together. I might be able to help you. Интересно, как? What do you have in mind? Like the Asari who gave you the cipher, I can join my consciousness to yours. Maybe my knowledge of the Protheans will help clarify your vision. Интересно. А давай. It's worth a shot. Пробуем. Relax, Commander. Embrace eternity. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What'd you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the Commander's mind is incomplete. Да черт возьми, неужто мы... Looks like we're back where we started. Quite the opposite, Commander. I think my knowledge of the Protheans will prove useful before this is over. Saren knew you were touched by the beacon on Eden Prime. He probably came after me because he feared I could help you understand it. I was able to interpret the data relayed through your vision, what was there at least. Find the missing portion, and I am confident I can put all the pieces together. Найти еще один маяк. Прекрасно, еще инопланетян. Ну ладно, что уж. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Ну, пожалуй, да. Go see the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Ну да, мы в прошлый раз даже связь с ними оборвали из-за этого хама. Турианца, который нас там как-то стал во всем подозревать. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, I hope you plan to be civil this time. I don't enjoy getting cut off mid-conversation. Ну ладно, извинимся. It won't happen again, Counselor. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy.
I assume you're taking the necessary security precautions. Ну да, скорее всего, в этом нет необходимости. Она нам сейчас помогла в таких вопросах, которые точно Саран бы не обрадовался. Так что она, видимо, на нашей стороне. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Да, господи, что же он все цепляется-то ко мне? Ну да, это было действительно необходимо. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Ну, в этот раз хотя бы вышло как-то поудачнее. Ох. Ну что ж, друзья, я думаю, как мы сейчас сделаем. Давайте пообщаемся немножко с народом. И я думаю, на этом как раз завершим нашу серию. Лиару оставим на потом, как раз на следующую серию. Привет, Кайден. Anything you need, Commander? Ну, во-первых, что по поводу Лиары скажешь? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. А вам? Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. Так. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. То есть наша команда в курсе, что с нами. And what do they think? They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Да, у него же эти имплантанты стоят старые. Ever thought about going back under the knife? Maybe get an upgrade? No thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. And it'd be a cold day before I turn myself over to a kinetic subsidiary. You distrust them that much? You know the records about the biotic training out on Jump Zero? They're all classified. Because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. Интересно. Экспертов? The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. Нифига себе, турианцев. Учитывая, что мы с ними воевали, они, наверное, ненавидели своих учеников. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Капец. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and Ezo. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. Get your knuckles rapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else at Jump Zero, it was under the table. The less said, the better. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander.
We're here to make history, not rehash it. Интересно. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Да, у Кайдена явно тут припасено много историй о том, как вообще развивалась биотика во вселенной Mass Effect. Смотрим, значит, остальные имеют что-нибудь интересное сказать или нет по этому поводу. И, кстати, да, надо продать все лишнее. Looking for supplies? Да. Let's see what you've got. You bet, Commander. Так, давайте посмотрим. Так, бронебойные патроны, стимулятор ставим, ядерную гранату продадим. Снайперка нам не нужна. Модулятор 4 оставим. Разрывные продадим. Так, из покупок тяжелая броня кроганская. Ей бы ее, но я не знаю, может ли он нас ее носить. Тяжелая броня человек. Но это со мной. А вот ТБшли, по идее, ее достать. Сейчас проверим. Так. Проверим. У Эшли какая броня? У нее всего же гладиатор второй. Да, ей как раз подойдет эта штука. А Рекс? У него вообще самая простая броня даже. Надо посмотреть, он может носить тяжелую? А, я сейчас не смогу это посмотреть. Блин, печалька. Блин. Да, я отсюда не смогу увидеть. Эх, ну деньги все равно здесь особо делать некуда, поэтому можно рискнуть и купить эту подлилиары, что ли. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Во-первых, мне нужна легкая броня. Хорошая. Вот такая. Это для Лиары. Дальше. Тяжелая броня для Эшли и Крогану. Хватит? И хватит. Для Рекса. Так, поехали. Повооружаем их. Так, начнем с Лиары. И дадим такую же броню, как у меня. И модулятор щита адекватный. Или стимулятор лучше. Лучше подойдет. Так, далее есть Рекс. Здесь он сможет. Черт, а не может он ее носить, смотрите-ка. Во. Вот это разговор. Это уже Мигель. Он все равно слишком дешевая. Так, какая-то. Эшли. Тебе тоже 4-й скорпион, но тяжелый. И заменим модулятор щита. Более мощный. Это тоже все Мигель. Так. Кайден, у тебя вообще какая-то броня. Скорпион 1. Блин, да. А мне уже не хватит на второй. Да, не хватит. Все. Деньги кончились. Ну ладно, в следующей миссии достанем. Так, Рекс, скажи что-нибудь умное. What do you want, Shepard? Ну. Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Интересно. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. Так, вот это я не очень понимаю. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting.
Вообще-то свойственно многим Кроганам. Я думал, Рекс такой же. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Похоже реально на ловушку. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? You're trying to make me cry, Shepard. I've got some unfinished business with my family, but that's all. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Можно поискать, кстати. А можно и забить. Не думаю, что это сильно влияет на что-то. В общем, можете писать в комментариях, стоит или нет там мотаться в поисках, потому что что-то мне подсказывает, что нам придется неизрядно попотеть, чтобы их достать. Пока подумаем. So long, Rex. Shepard. Так. Ты что скажешь, мой хороший? Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. Ну-ка. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. Это обычное дело, действительно. You've seen this before on the Citadel?
Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. Remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job? He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. Так. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Yeah? Go on. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. Что? He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. Жесть какая. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. Я понимаю отца Гаруса, почему он боялся, что он станет таким же, как Сарен. Реально, у него что-то с моралью большие проблемы, по-моему. Причем вот, в отличие от какого-нибудь Рекса, который просто Кроган, с ним все понятно, вот здесь ситуация какая-то очень более такая неочевидная. Well, it's not worth the risk. You pursue the vessel and disable it. That's the best choice. They sent the military after him, but he got away just the same. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Нифига. If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart. His idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. Кстати, вот это можно сделать. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Интересно. Пока что здесь вот, ветра. Куда ли дела? Shepard, I'm glad you're here.
Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. I still think a lot about my pilgrimage, though. I know Theron's our top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. What are you hoping to find? Usually, people bring back something like a derelict ship we can use for salvage. But I need something bigger. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conclave for the good of the migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only child. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. But it doesn't work that way in practice. People have always treated me differently because of who my father is. You must get all kinds of special privileges. I probably had it easier than most growing up, but it's not all good. People like my father have enemies, and they're not above using me to get to him. Да, даже в голову прийти не могло. Why didn't you tell me this before? I guess I'm just tired of people judging me because of who my father is. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage, something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. Кстати. The work you're doing here is more important than anything any Quarian has ever done before. Yes, I know. But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Seren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Seren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. Интересно. What was your father like? It wasn't easy growing up as the daughter of one of the Admiralty. Even before he joined the board, he was a prominent figure. People looked to him for leadership. He had to set an example, and he expected the same of his daughter. Plus, he was pretty strict, a military man through and through. He never allowed me to settle for anything less than excellence. As a kid, I sometimes felt like he was pushing me too hard. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. If we want something in life, we have to earn it. Sounds like a tough upbringing. You don't resent your father at all? Like I said, it wasn't easy. My father's not the kind of person you bond with. And he wasn't around all that much. Too busy. People counted on him, and he took his duties seriously. Even when he was around, he always seemed a bit distant. Like his mind was always somewhere else. Come to think of it, I can't ever remember seeing him smile. Not once. It's like he was always weighed down by all that responsibility. I mean, I know he cares about me, but he never really showed it. Not in the usual way. I guess the best thing I can say about my father is that I respect him. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. He tends to do that to people. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. Happens sometimes when the filters start to break down. I think my father took it pretty hard. After she was gone, he became even more focused on his work. I think that was his way of dealing with the grief.
Нифига себе. Ну да, у них же иммунитета нет. I want to talk about something else. Like what? I should go. See you later. Да, друзья, вот так вот. Ну что ж, у нас осталась, собственно, Эшли и наша новоприбывшая девочка Ляра. С ними, я думаю, мы поговорим в следующей серии. Вот. А пока что, я думаю, можно на этом завершить. Так что ставьте лайк, если вам нравится. С вами увидимся тогда в следующий раз. Спасибо огромное за просмотр. Спасибо за ваши комментарии, подсказки. И до новых встреч. Пока.